Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, что делать мужчинам с маленькой зарплатой, как строить отношения с женщиной, и вообще получится ли познакомиться, если мужчина зарабатывает, ну, так, давайте в среднем скажем, там, ну, до 70, да, вот, есть там посмотреть какие-то ролики, или где-то найти, что если мужчина меньше 70 зарабатывает, то он вообще не достоин никаких отношений, все любят вспоминать о сантехнике. Вот если любовь, то как же, почему она не выбрала сантехника, ну и так далее. Я об этом сегодня поговорю и также скажу, хорошо это или плохо, когда, например, женщина зарабатывает, вот мужчина выбрал себе профессию по душе, она нравится ему, но вот в этой профессии там есть какой-то потолок, и вот больше он заработать никак не может. Что в этом случае делать и что я думаю по этому поводу? Ну и также в конце, если вам интересно, я скажу, почему я отказалась от встречи с миллионером. Ну, как известно, без бумажки ты не человек. Ну, на это я тоже могу сказать, что богатые тоже плачут, и у них есть свои какие-то определенные проблемы. То есть проблемы есть, в принципе, у всех. Деньги — это не панацея от всего, но и тоже не лукаве, надо сказать, что и без денег тоже плохо. То есть можно, конечно, влюбиться без памятства друг в друга, а потом любовь может очень быстро испариться, когда начнутся какие-то бытовые проблемы. И все зависим от денег. Мы можем пойти в магазин и купить себе то, что мы хотим. Мы таким образом ощущаем какую-то свободу. Если ты не можешь себе позволить то, что ты хочешь, ну, появляется какое-то внутреннее напряжение, но это также может быть определенным таким ростом тоже человека, когда он стремится к чему-то. Потому что когда стремится не к чему, и человек ничего не делает по жизни, то есть, представляете, не было бы работы, да, конечно, можно там сказать, что мы бы тогда были бы более созидательны, мы бы более ходили расслабленно, наблюдали за природой, вот как листик там пробился, вот пахнет уже весной, все это замечательно, но все-таки какая-то деятельность должна быть обязательно у человека должен работать. И я посмотрела, значит, на семью из 3 человек, где-то 86 тысяч нужно, что-то такое. Но что-то мне подсказывает, что и на эти деньги некоторые не живут и некоторые не зарабатывают. Не все рождаются бизнесменами, не все рождаются с какой-то вот такой жилкой. Когда я работала там с известным бизнесменом, и там ведущая брала интервью, а я была на этом интервью, она у него спрашивала, вот как тебе удается все время быть вот number one, все время вот как-то чувствовать вот это вот настроение времени и понимать вот во что нужно вложиться и как в общем, вот, но это талант, понимаете, это талант у человека. И не все, конечно, этим талантом обладают, и есть абсолютно прекраснейшие, правда, и мужчины, как люди, как вот он хороший человек, но нет вот этой вот какого-то продвижения, нету жилки вот этой продвигать себя. Да и они не все нужны по жизни. Конечно, сантехники наши любимые, да, кто будет что-то помогать. Конечно, если мужчина в доме с руками, то можно, в принципе, и без сантехника обойтись. Но, тем не менее, понимаете, сантехники тоже бывают разные. Вот если сантехник, кто-то там зарабатывает там 40 тысяч, отрабатывает свои часы, где-то там работает на компанию, на дядю, да, а кто-то берет как-то частно, ну, предлагает свои услуги частно, да, вот, как ИПшник, к примеру, и зарабатывает больше 100 тысяч. То есть в каждой профессии на самом деле можно стать лучшим. Просто зависит все. Я, конечно, посмотрела, мне вот интересно было, почему, например, шахтеры, которые там, ну, в среднем, да, взять это тоже там зарплата около 80 тысяч, а где-то в маленьких городах вообще еще меньше. То есть одна из самых опасных профессий мужских, да, при этом зарплата может быть вообще где-то в городах там 60 и даже меньше, 50.
То есть вообще дико удивительно, а выбора просто нету в некоторых городах. Вот если говорить о мегаполисе, это, конечно, ну это совсем там 30 тысяч, 40, это вообще какие-то крошечные суммы. А с другой стороны, и там-то цены тоже, и даже в деревнях каких-то, тоже не отличаются уже практически от московских. Поэтому все сложнее и сложнее становится жить не только одному человеку, но и уже и содержать и семью, и вот. Так, хорошо. И что? Теперь получается, если человек работает на такой работе, он работает честно, он не гребет, деньги с неба, они не падают у него. Он может работать по 12 часов на тяжкой работе. Нельзя отношения, что ли? Не положено? Где это прописано, да? Конечно, такой мужчина достоин отношений, если он будет любить женщину, и если он обладает также какими-то достойными качествами. Вот мне как-то задавали вопрос, а если бы вот ты полюбила человека, а у него очень маленькая зарплата, вот что бы ты делала? А я отвечаю, вот если бы, к примеру, я встретила молодого человека, знаете, там лет 23 года, к примеру, я бы понимала, что у этого молодого человека еще очень большой разбег, да, по жизни. То есть он только начинает свой путь, хотя некоторые в 24 года уже много всего достигают. Здесь, если в 40, например, лет мужчина зарабатывает вот 30 тысяч, и он 10 лет зарабатывает все эти только 30 тысяч. Но мне, простите, это не подойдет. А знаете почему? Не потому, что я меркантильная такая, а потому что я сама всегда стремлюсь улучшать свою жизнь. Знаете, когда наша лодка разобьется об быт, то здесь уже будет не до любви, здесь нужно будет решать, на что нам надо будет жить. И просто мне кажется, что тогда этому мужчине, если он зарабатывает 60 тысяч, если мы сейчас все хотим, чтобы все было на равных, по-равному и кричим о равноправии, тогда примерно женщину тоже можно искать с такой зарплатой. Вот. Ну, а если женщина зарабатывает в 4, в 5 и дальше, да, там по списку, если я, к примеру, в жизни шла к тому, чтобы зарабатывать хорошую, достойную зарплату. То есть я шла же не только вот из-за денег, чтобы просто взять деньги эти в руки, я шла к тому, чтобы мой уровень в жизни, он повысился. И я это делала самостоятельно. Кстати, какая-то категория женщин абсолютно ничего плохого не видит в том, чтобы было совместное, была совместные деньги, да, общий бочонок, куда складывалось, и также деньги делились пополам. Вот у меня была знакомая, которая зарабатывала в 5 раз больше мужчины, и из этого союза ничего хорошего не вышло. А знаете почему? Потому что мужчина чувствовал себя неудовлетворительно с этой женщиной. Он все хотел как бы дотянуться до ее уровня, но я здесь без унижения говорю, так оно и есть. А не смог этого сделать. Вот не смог просто. У меня тоже много случаев, когда человек, он так привыкает, практически ко всему может привыкнуть. И вот случаи, когда женщина приводит мужчину к себе домой. Он работает, там все. И женщина как раз больше работает. И что делает в этот момент? В этот момент мужчина просто берет и расслабляется. Потом вообще может дойти до того, что мужчина перестанет работать. Или, к примеру, ситуация, когда у мужчины какая-то возникает проблема с работой. Не знаю, там, да, что-то уволили, сократили. И вот я знаю много историй, когда этот промежуток, он может длиться очень-очень долго. Мужчина настолько расслабляется. Что мне импонирует? Мне импонирует, когда мужчины говорят, сами соглашаются с тем, что какая мне сейчас девушка или какие мне отношения, если я сам себя прокормить не могу. У меня очень маленькая зарплата. Современные женщины сейчас требуют больших зарплат, то есть там от 250, 300 тысяч, 400. Мне кажется, что все-таки мужчина, в целом, да, так, наверное, ничего не должен, как изначально и женщина мужчине ничего не должны, когда они просто встречаются.
Вот, поэтому, если мужчина ставит себе такую цель содержать полностью семью, это его желание, это его воспитание. И кто-то изначально, вот я смотрю, по каким-то мужчинам сейчас, я как-то слушала интервью, и мужчина уже в 24 года, у него свое дело было, он тогда еще был, ну, можно сказать, юным мальчиком, да, молодым человеком. И когда его спросили, вот, а почему ты так вот решил, так вот и делать, все, он говорит, а я будущий отец. Это в моем характере содержать семью никак иначе. Просто надо отметить, что это желание именно самого человека. Кто-то стремится к тому, чтобы было все на равных. Нельзя сказать, что это хорошо у одного, а у одного плохо. Просто кому что подходит. Мы же все разные. Кто-то там смотрит, да, на кого-то и думает, у того трава зеленее. Нам же всегда кажется, что у другого лучше, чем у нас. Нужно просто чувствовать и смотреть, как вам больше подходит, и встречать такого же человека, которому также подойдут ваши условия или ваше мировоззрение какое-то на эти вещи, и все. И все будет легче гораздо, чем мы сами себе думаем, что все на самом деле очень сложно. Но главное, чтобы в этом не было, понимаете, чтобы никто себя в отношениях не чувствовал унизительно, и чтобы никто друг от друга вот не требовал и не говорил, вот ты слабак, не можешь заработать, еще что-то такое. Вообще, в идеале, мне кажется, проговорить с самого начала все эти моменты денежные, насколько это возможно, понять, кто на что настроен, кто как хочет, вот, и, собственно, уже понимать, подходит конкретно вам это или нет. Ну и я в конце хотела рассказать, почему я отказалась от встречи с миллионером. Вы знаете, действительно, я это говорю не просто там как-то похвастаться, а просто мне тоже пишут в комментариях. У меня такие, может быть, как-то я отдельное видео сделаю уже, когда буду отвечать на какие-то вопросы. Но я, во-первых, благодарю всех, конечно, за ваши комментарии. Мне очень действительно приятно их читать и отвечать, и как-то даже вы мне сами даете почву для размышлений. И в том числе, конечно, вы мне даете какие-то идеи для новых видео. Вот. И поэтому я просто хотела ответить на вопрос, когда мне кто-то тут недавно написал, что есть категория мужчин, вот они там или красивые, или обеспеченные, и женщина им готова отдастся вот просто так, потому что он такой популярный. Но вот это вот очень популярный человек, очень известный. Я его не буду называть, но я отказалась, потому что я, во-первых, понимала, что я буду какая-нибудь там 200-я, потому что, естественно, когда у человека есть большие возможности, то он себя от этого свободнее чувствует, он понимает, что многим женщинам он интересен, вот, ну и он, в принципе, симпатичный мужчина сам по себе, такой видный, вот, то есть это не какой-то там такой с большим животом и совсем с такой не очень приятной внешностью, вот, но тем не менее у меня вообще вот нет такого, так как я работала с огромным количеством публичных людей из разных сфер абсолютно, с разными возможностями, и с богатыми, и с не очень богатыми, вот, поэтому могу сказать, что меня вот никак это не прельщает быть какой-то 200-й и поставить себе галочку, что я была с этим мужчиной одну ночь. Я просто не понимаю, в чем эта прелесть. И вообще просто непонятна логика мужчин, которые думают о том, что если мужчина популярен и с деньгами, известный миллионер, то все готовы. Вы знаете, есть порядочные все-таки женщины, и я одна из них, могу это смело заявить, которая не поддалась этому, и даже не искушению. Искушения никакого не было. Вот. Поэтому, в общем, было открытое предложение, вот, то есть давай, вот, пожалуйста. Вот. Поэтому, конечно, еще раз подытожу и скажу, конечно, деньги
деньги не определяют, но тем не менее деньги дают. Деньги, конечно, дают свободу, и когда ты зарабатываешь хорошие деньги, то, конечно, мир больше открыт, с возможностями разными, в том числе, конечно, ты быстрее заведешь отношения, ты уже с тобой будут знакомиться женщины, и ты будешь уже выбирать, вот, нежели когда у тебя маленькая зарплата, или, в общем, придется долго ждать женщину, особенно в современном мире, которая согласится на какую-то маленькую зарплату, с которой вы будете вместе жить. Вот, так что, в общем, вот такое вот видео, и увидимся уже, ну, наверное, скоро, так как у нас праздники, и я, возможно, запишу еще одно видео. Всем спасибо за просмотр, желаю вам прекрасных праздников и хорошего настроения. Пока. И улучшать свою зарплату. Когда-то я себе ставила цель зарабатывать, когда была совсем юной, 100 тысяч для меня казались это большие деньги. Потом я стала зарабатывать все больше, больше и больше, понимаете, и поэтому... Когда там кто-то пишет, ах вот, а как же любовь, да, ну, объективно, если я буду зарабатывать в 3, в 4, в 5 раз больше мужчины, у меня немножко мои походы куда-то, они отличаются, мои покупки в магазине, ну, отличаются.